Всем привет! Меня зовут Анастасия, и я преподаю русский иностранцам более 5 лет. Замечу, что главный фокус моих уроков– это говорение. Мы больше всего на уроке разговариваем по-русски, берем новые слова, чуть-чуть грамматики, смешиваем это и используем в диалоге. Так что, если вы хотите научиться говорить по-русски, вы можете записаться на мое бесплатное пробное занятие по ссылке в описании. Нужно пройти небольшой опрос и получить урок первый бесплатно. В общем, и помимо этого я также снимаю видео на YouTube, Instagram, на Facebook, также для вас, для тех, кто изучает русский. Я это делаю для того, чтобы больше людей могли учиться русскому языку вместе со мной, для того, чтобы больше людей, если это их мечта, смогли исполнить свою мечту и начать говорить по-русски, понимать русский лучше, понимать музыку, фильмы, книги и все, что каждый студент русского языка хочет. И помимо того, что я преподаю русский иностранцам, я также путешествую. Последние 2 года я путешествую почти что нон-стоп. И пару дней назад я подумала, почему бы мне не объединить эти две вещи в одну? Почему бы мне не записать медленный подкаст о моих путешествиях для вас? Я буду использовать простые слова, буду говорить медленно. Внизу вы найдете субтитры на русском, на английском, может быть, на французском, испанском. И через истории, которые я буду вам рассказывать, вы сможете узнавать новые слова, вы сможете практиковать аудирование и также улучшать свой русский язык. Если вам нравится идея, пожалуйста, ставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Напишите в комментариях, может быть, если у вас есть какие-то вопросы про мои путешествия, либо идеи, что мне стоит раскрыть в следующих выпусках. Но это должно быть про путешествия. И в этом видео я просто хочу познакомить вас с форматом, познакомить вас с моей историей, рассказать, где я была за эти 2 года постоянных путешествий, почему я путешествую, и, может быть, также рассказать о моих будущих планах, что я собираюсь делать. Поэтому, да, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. Во-первых, мне будет приятно. Во-вторых, это будет полезно для вас. И в конце вы можете, или сейчас, написать рекомендации, так как это новый формат для меня, что вы бы посоветовали мне добавить, улучшить, убрать. И давайте начнем. Итак, путешествую, ну, так скажем, постоянно. Я уже больше 2 лет, с тех пор, как закончила университет. 2,5 года назад я закончила Московский государственный лингвистический университет, и сразу же после этого я переехала жить в Санкт-Петербург на 2, по-моему, месяца. Потом я жила в Сочи 4 месяца, и потом в моей жизни произошло кое-что, и по этой причине я внезапно решила поехать в Азию. До этого я никогда не была в Азии, тем более одна, и не думала, что это произойдет тогда, когда это произошло. Но, тем не менее, 10 февраля,
1 февраля я придумала эту идею поехать на Шри-Ланку, а уже 10 февраля я улетела из Москвы в Коломбо, и так началось мое большое путешествие по Азии. В Азии я была на Шри-Ланке, в Малайзии, в Таиланде, в Южной Корее. И после этого в прошлом году я вернулась в Россию, чтобы сделать визу в Европу. Спойлер, мне ее не дали. И поэтому я поехала обратно в Азию продолжать путешествовать там и жить там, почему? Потому что, конечно, это не так дорого, плюс нет больших проблем с визами, как, например, в Европе. И в итоге прошлой осенью я поехала на Бали, но перед тем, как поехать на Бали, я сначала была во Вьетнаме и в Узбекистане, потом во Вьетнаме и потом в Южной Корее, в городе Пусан. После этого я приехала на Бали и жила там полгода. Конечно, иногда я выезжала на визаран. Я выезжала несколько раз в Малайзию, 1 раз в Сингапур, и уже в конце моей жизни на Бали, перед тем, как поехать снова в Россию, я поехала на несколько дней в Гонконг. И после этого это лето и несколько месяцев осени я провела в России. Потом у меня был небольшой трип по Европе, небольшой, потому что мне дали визу всего на 18 дней. Я была за это время в Ереване, в Венеции, в Мюнхене, во Франкфурте, в Севилье, в Барселоне и в Валенсии. Испания мне очень понравилась. Может быть, когда-нибудь я туда перееду. И сейчас я вот здесь. И пока что я буду жить здесь, и, может быть, через месяц, либо через 2 я снова поеду в Азию, потому что там тепло, и я хочу быть там, где тепло, где можно купаться в море. Ну и плюс, как я уже говорила, это не так дорого. И почему я путешествую? Я сразу хочу сказать, что я не вынуждена путешествую, я не путешествую из-за политической ситуации. Наоборот, я бы сказала, я путешествую вопреки политической ситуации, потому что, конечно, из-за того, что происходит, сложнее с картами, сложнее с тем, чтобы что-то бронировать. Плюс иногда встречаются некоторые предрассудки, но не часто. Все хорошо, я чувствую себя безопасно и комфортно. И я путешествую просто потому, что я всегда хотела путешествовать. С детства, каждое лето мы с мамой ездили на море. Я думаю, что это частично повлияло. Плюс, когда мне было 16 лет, я начала смотреть шоу «Орел и решка». И это, кстати, одна из причин, почему я выучила английский язык, потому что в 16 лет я не знала английский like at all. И в 16 лет я начала смотреть шоу «Орел и решка», про то, как они путешествуют. И, я подумала, я тоже хочу путешествовать. Может быть, я могу быть ведущей в этом шоу. И это замотивировало меня и дало мне такой толчок, чтобы начать учить английский. И очень повлияло на мою жизнь. Ну, соответственно, сейчас я путешествую просто потому, что я всегда мечтала путешествовать. Когда я смотрела даже шоу «Орел и решка», например, там были выпуски из Сингапура или из Парижа, и я думала, вау, это невозможно, как хотелось бы там побывать.
конечно, сложно было поверить в то, что когда-то это будет происходить со мной, но в итоге я уже побывала в Париже несколько лет назад и в Сингапуре в этом году. Да, и мне очень нравится. Я счастлива, что есть такая возможность работать онлайн и посещать разные страны. Конечно, моя мечта — иметь паспорт, который открывает все двери, иметь возможность поехать в любую страну, когда я захочу. Ну и, конечно, иметь бесконечное количество денег, чтобы об этом тоже не волноваться. Но в любом случае пока что этого нет, но все хорошо. Даже так я счастлива, что я достаточно, забыла слово, brave, я достаточно смелая, чтобы не бояться путешествовать одной, не ждать подходящего момента, правильных людей, кто поедет со мной. Потому что, конечно, если бы было так, возможно, я бы сидела в Москве или в своем родном городе или в Питере и вечно ждала бы подходящего момента. Но нет, я не жду, я путешествую, и я, как я уже сказала, я рада. Ам, Частично я путешествую просто потому, что я могу, я молода, свободна, у меня нет обязательств, и я могу исследовать разные страны, узнавать другие культуры, пробовать новую еду, жить в таких вот красивых местах. А, Плюс, я думаю, что частично, когда я посещаю новые города, новые страны, я как бы примеряю жизнь в этих городах на себя и пытаюсь понять, если я бы чувствовала себя комфортно там. И я думаю, что через несколько лет я попробую жить в какой-нибудь новой для себя стране постоянно. И как раз пока я путешествую, я могу понять, где бы мне хотелось жить, где нет, что для меня важно в месте, где я живу, что наоборот, ну, с чем я могу смириться. Вот. И, как я уже сказала, мои планы на ближайшее будущее. Пока что я буду здесь, этот месяц точно. И потом, скорее всего, я поеду в Азию, опять же, потому что это проще всего, потому что я уже там была, и психологически в том числе мне это уже не такой выход из зоны комфорта для меня. Я знаю много людей там, в Таиланде, на Бали, на Шри-Ланке, и даже если я приеду сейчас, мне не нужно будет начинать все с нуля, потому что, конечно, иногда от этого устаешь, плюс иногда мне бывает страшно первые несколько дней. Вот. И вообще я думала о том, чтобы поехать в Южную Америку в этом году, но так как мне дали небольшую европейскую визу и даже не мультивизу, я посчитала, что это будет нерационально, потому что билеты, например, из России в Южную Америку стоят очень много. А билеты из Испании или из Португалии в Южную Америку стоят не так дорого. И, например, если бы у меня была виза, я могла бы из Испании улететь в Южную Америку и потом через пару месяцев вернуться также. Поэтому когда-нибудь, может быть, через год, я поеду и в Южную Америку тоже, но не сейчас. И, кстати, такой небольшой спойлер. Вот сейчас я была в Испании, мне очень, очень понравилось в Испании. Я влюбилась в Испанию, я уже чуть-чуть начала учить испанский язык, и, может быть, через год я попробую податься на Digital Nomad Visa в Испанию и осуществлю свою мечту жить в Европе. В общем, в любом случае, спасибо, что посмотрели этот подкаст. Я надеюсь, это было полезно.
Я надеюсь, это было понятно. Если у вас есть какие-то вопросы про мои путешествия, либо что-то, что вы бы хотели узнать в следующих выпусках, пишите в комментариях. Если у вас есть какие-то рекомендации, как улучшить этот формат, может быть, мне нужно говорить медленнее, либо использовать более простые слова, либо создать какие-то специальные дополнительные материалы, чтобы вам было проще меня понимать и чтобы это было более полезно для вас. Дайте мне знать тоже. В общем, увидимся в следующем выпуске, где я расскажу вам о моих приключениях на Шри-Ланке. И не забудьте поставить палец вверх, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить мои следующие видео про путешествия.